Алло. Есть связь? Есть связь, готова. Держу. Здравствуйте. Слышно меня? Да, хорошо слышно. Отлично. Приветствую вас от имени 200 тысяч подписчиков группы ВКонтакте «Открытый космос». Следим за вашей деятельностью и интересуемся. Вот подготовили несколько вопросов. Спасибо, рада вас слышать, готовы. Итак, главный вопрос, который, наверное, задают всем космонавтам. Что и в каком возрасте повлияло на ваш выбор связать свою жизнь, свою работу с космосом? Это к каждому из вас вопрос. Ну, мы со Скоттом оба шестидесятники. Это был период расцвета космоса, начало, старт, был период подъема. И, наверное, каждый мальчишка хотел стать космонавтом, в том числе и я, и, наверное, Скотт. И, наверное, точно. Отец у меня был в группе поиска первых космонавтов. Это очень сильно, конечно, повлияло на мое дальнейшее мировоззрение, на мой дальнейший путь. То есть я фактически, как начал себя осознавать, лет в 6, я мечтал быть космонавтом с раннего детства. А у Скотта, может быть, есть какое-нибудь там особое событие, которое связало бы там, которое показало, что он хочет связаться с космосом? I think, your education is very important, not only for this job, but a lot of different professions. And in my case, I was an engineering major in college and then became a Navy fighter pilot and test pilot. So I think my experience as a test pilot and that skill was important in getting selected to be an astronaut and then subsequently flying in space. Вопрос от женской части нашей аудитории. Чего больше не хватает вам в космосе по-человечески, как людям, и чего не хватает для выполнения своих профессиональных задач? Для выполнения профессиональных задач, наверное, хватает все. И кислорода, и еды, и здоровья. А вот земли, конечно, не хватает. Это уже априори. Не хватает леса, воды не хватает общения с родственниками, живого общения, леса не хватает. Очень много не хватает. Но мы готовились к этому, и мы к этому готовы, и мы с этим справимся и справляемся. Собственно, это проблема, но она преодолима. Спасибо. Такой больше технический вопрос. После окончания годового полета можно ли говорить, что человечество готово к полету на Марс? Что вот опыта вашего полета хватило для того, чтобы двигаться дальше? There are a lot of things we've learned from this space station program that will help us go to Mars, not only in, with regards to our human physiology, but also systems that will allow us to survive for a long period of time. And hopefully on this flight we'll learn even more about that. And I think, there are certain things that we need to know more about with regards to the effects of our vision, with regards to, the effects of on our bone and muscle mass for periods longer than we've previously flown on this space station, and a space station that we have a pretty significant ability to collect data on. So, I think there's still some things to learn, but I think we've come a long way, and we'll continue to do that on the International Space Station. Следующий вопрос тоже похож на предыдущий. Как вы считаете, что сейчас человечество останавливает от освоения дальнего космоса, от полетов к Луне и дальше? На мой взгляд, не хватает новых технологий и, в первую очередь, понимания, для чего нам туда лететь. Если лететь на Марс, то это проблема его колонизации. На нынешних средствах доставки, наверное, это не очень хорошая идея, потому что лететь долго 9 месяцев, и все это супер дорого будет. Но с продвижением, с изобретением новых средств доставки, новых двигателей, вот сейчас ядерные двигатели разрабатываются, эта проблема вполне решаема.
Что касается экспедиции на Марс, то она решаема сейчас, я имею в виду пилотируемую экспедицию. И технически, и физиологически это сделать можно прямо сейчас. Но, конечно, это очень дорого. Понятно. Может быть, у Скотта есть какой-нибудь реплика тоже по этому поводу? Что-нибудь он сможет добавить? I think there are certainly some more things we need to learn before we go, but I think like a lot of things, we are limited by our funding versus our technology. So, I think if we had the international will and the money behind it, we could probably go reasonably safely. Although I think there are things we still need to learn, which would make it, probably a better, safer trip. But why go? We're explorers, and exploring beyond our horizon fuels the economy, it fuels our imagination, and it's what we've done as a species since the beginning of time. Сейчас российский инженер из Санкт-Петербурга Александр Хохлов предложил такую идею создания космического аппарата и полета беспосадочного мимо Венеры и Марса в 2021 году. Как вы считаете, есть ли потребность у современной космонавтики в таком полете? И если да, то хотели бы вы в нем поучаствовать? Ну, в первую очередь нужно понимать, для чего это делать. То есть четко нужно сформулировать задачу, которую мы перед собой ставим. Это исследовательская задача, это научная задача. Наверное, комплекс задач. Я бы не отказался поучаствовать в таком полете. С условием, конечно, возвращения на Землю. А то много сейчас муссируется тем о безвозвратном путешествии на Марс. Вот это, наверное, не очень хорошая идея. То есть люди основного базы должны адаптироваться, меняться. Это необходимые условия для плодотворной работы, понимания того, что ты вернешься на Землю. И один вопрос тоже очень важный, пожалуй, чаще всего про него вспоминают, когда говорят про Международную космическую станцию и вообще про космическую программу. Как работа на станции, эксперименты, исследования на станции могут помогать жизни людям на Земле? Очень много результатов экспериментов, которые мы здесь проводим, внедряются там внизу на Земле. В первую очередь это касается физиологии человека, болезней, но не только. Это самые различные отрасли. Это и физика, и химия, очень много интересных экспериментов и высокотехнологичного оборудования сейчас на станции, которое помогает нам решить эту задачу и помочь людям на Земле. On the U.S. segment now, we're doing some interesting experiments with rodents that have some, value with their ability to produce new drugs for certain types of diseases like bone and muscle wasting, so diseases like osteoporosis that causes people to lose their bone mass and muscle mass, and certain experiments with regards to vision. With vision, and we do these experiments with the rodents, and then from what we learn there, we can potentially produce some drugs to affect these diseases on Earth. So, and we've done that for a number of other things on the U.S. segment of the space station over the history of it here. So we've had some positive results, and we hope for many more in the future. Из современного кинематографа какие фильмы про космос вам показались наиболее интересными, убедительными и впечатляющими? Well, I recently saw the movie Interstellar, and I thought that was pretty good. We watched Gravity on the space station about a month ago. That was pretty interesting because as we're living on the space station, we're seeing how the space station is depicted in this movie and how the Soyuz was depicted in this movie, and it was surprisingly accurate. Not that the physics weren't very accurate in the movie, but how the inside of the space station and the Soyuz was depicted was surprisingly very well done. So it's kind of like if you were living in your house and then watched a movie that was made in your house by someone who had never been in your house and saw how similar it was, it'd be quite surprising. Я, собственно, согласен со Скоттом. «Интерстеллар» очень интересный фильм. «Гравитацию» мы смотрели. Очень хорошо отображает жизнь и на станции, и в корабле. То есть по технике они сделаны достаточно точно, хотя есть, конечно, некоторые огрехи.
На фотографиях еще до полета многие заметили, что у вас на руке 2 часов. И сейчас я вижу у вас тоже 2 браслета. Можете рассказать, почему 2 часов или что это, если это не часы? Ну, одни часы это обыкновенные, не обыкновенные часы, а хронограф специально для космоса сделанный, с секундомером и так далее. А вторые часы это эксперименты, будем их носить в течение всего года полета, и они отображают биоритмы человека, как мы спим, то есть что мы делаем в процессе дня. Потом ученые на Земле расшифруют все это дело. Попутно мы заполняем каждое утро форму, слейблок называемую, и ученые потом сравнивают, как организм вообще реагирует на невесомость, на длительную часть научного проекта. Спасибо. Еще такой вопрос. В прессе встречалась информация о том, что вот во время занятий спортом на Международной космической станции у российских космонавтов больше спорт связан с такой с легкой атлетикой, бег и тому подобное, а у астронавтов больше тяжелая атлетика. Вы сейчас как-то можете сравнить или оценить, у кого эффективнее получается подобные программы? Я бы так не сказал, что наши партнеры, они увлекаются больше тяжелой атлетикой, потому что планирует нам Земля, а планирует все равномерно. Это и велосипед, это беговая дорожка, и тренажер АРЭ, то, что вы называете тяжелой атлетикой. Да, это как такой мини-спортзал, он находится в ноде 3, очень эффективный и хороший тренажер, который комплексно позволяет тренировать все мышцы. Но еще раз повторюсь, и наши коллеги, и мы, собственно, мы паритетно используем и велотренажер, и беговую дорожку, и силовой нагрузочный тренажер. Хотя, конечно, могу сказать, что АРЭ, то есть тяжелая атлетика, мне нравится больше, мы стараемся ее никогда не пропускать. Может, поэтому такие вот идут слухи. Очень хорошая машина, очень эффективная. Спасибо. Еще один вопрос про будущее. Как вы считаете, как вы можете оценить современное состояние Международной космической станции? Как вы считаете, сколько она могла бы проработать, до какого года, может быть, не тот срок, который поставлен, вот 24-й, а в принципе, сколько бы она могла еще работать? So Misha and I, although we weren't here together last time, we were here about the same time. My flight was about 6 months after. Actually, no, just probably about a month after he left, I got here. And so this time we both arrived. It was about 4 years later, 4.5 years later for Misha. And my impression was the inside condition of the space station has not changed much. Certainly as systems age, they require more and more maintenance, but just looking at how the inside has weathered the years, the 4 years, it looks very, very good. So I'm, very optimistic we can keep this program going. It's got a lot to offer. It's very important, and I think, we could hopefully keep this space station operating until well into the next decade. Thank you. Если человечество отважится на дальнейшее освоение космического пространства, на полеты к Луне, к астероидам, к Марсу, можем ли мы использовать Международную космическую станцию как такой переходный этап, как пир космический, от которого все могло бы стартовать? Во-первых, человечество обязательно пойдет на этот шаг. Вопрос в том, когда. Я имею в виду освоение дальнего космоса, Марс, Луна. Это следующий шаг. И такие вопросы прорабатываются, чтобы использовать Международную космическую станцию как дальнейший порт до старта в дальний космос. Обсуждение идет на достаточно серьезном уровне. Наверное, спасибо. Будем прощаться. Спасибо вам за честь, оказанную за этот разговор. Это действительно очень важно. И важно, чтобы показать связь между людьми, между космосом и людьми, которые интересуются космосом. Здесь вам большое спасибо. Thank you very much, Scott. И до свидания. Успешной вам работы.